Всем привет, дорогие друзья! Что ж, пришло время продолжать проходить челлендж GTA 1. Челлендж на мафию первую, без смертей. Следующая миссия у нас визит к толстосумам. Но миссия достаточно такая, тяжелая, если учесть, что ее лучше проходить стелсом, а если тебя спалят, то всех валить придется, и большая вероятность того, что помрешь. Ладно, будем надеяться, что никто не умрет, все останутся живы. Luckily, everybody. Это все видел уже. Думаю, и вы видели. Поэтому нет смысла пересматривать. Ральфи. Hey, Tom. Ты там? Ты. What do you need? Мне что не нужно. Зачем мне 2 болта? Объясни, пожалуйста. Зачем ты не разбиваешь машину? Сейчас к Винченцо зайду. Good evening, Vincenzo. Давай пушку, Винченцо. Tonight I'm doing a little burglary, so I need something for a quiet little job. Tommy, a good old bat would do the trick. When you hit someone over the head from behind, they should be out cold for a while. To be on the safe side, take this here Colt. Глушители есть. Даже в 40-е. Боже, сейчас же 30-е. Thanks, Vincenzo. Все равно вроде глушители уже изобрели, потому что они такие хорошие. В любом случае. На чем поедем? На чем поедем? На черной бандитской или... Нет. Ладно. На Фальконе не поезжу хоть. Вспомни былые времена. То есть Sugar Six. Или, блин, ладно. Поеду на Шуберте. Что-то загрузка какая-то умная. Так, мне Сальватору сейчас подобрать. До него ехать достаточно далеко. Через весь город на другой остров. Ну да ладно. Миссия, визит к толстосумам. Ну, умереть, в принципе, в ней не так сложно. Все-таки стелсово. И лучше все делать по-тихому. Либо вырубать всю охрану, это чревато тем, что тебя убьют. Поэтому не думаю, что стоит рисковать. И все лучше сделать максимально незаметно. К тому же там отличная машина будет, которую надо угнать. Не надо, а лучше всего угнать его сенатора, или как его там, или прокурора, вроде. Сильвер, что-то там, не помню дальше. Как по мне, самая лучшая машина, что здесь есть вообще. Потому что у нее задние окна вообще почти не просвечиваются. Боковые тоже достаточно такие небольшие. И угонять от нее самое оно. Скорость позволяет маневрировать достаточно. Пока по моему мнению, самая такая лучшая, что ли. Можно переключить и выключить, в принципе. Уже поехали, копы все.
Да-да, прыгайте в сторону. Вы же не хотите погибнуть под колесами. Наверное. Вот такие мудаки, которые вылазят, наверное, готовы всегда отдаться. Это не суть важно. На них нам плевать. Сейчас главное зарешать. Все по-тихому. Без единого выстрела. Спокойненько. Копов нет. Залазь, Сальваторе, или как тебя там. Evening, Chief. Let's get moving. Great. So where are we going? So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, Chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. Some of the safes around these days are pretty tricky. Ну да, ну да. Меня вечно бесило, когда он где-нибудь остановится или его завалит. Очень, очень бесит. Ну да ладно. Надеюсь, сейчас все пройдет гладко. Если б не эта баба, еще. В гору эта машина вообще не по грайду. Если бы на скорости залетело, было бы нормально, но из-за той овцы. Капец. Она еле плетется, серьезно? Че, совсем еблана, что ли? Нет. Это пиздец просто. Ни слов нет. Все из-за жабы-то. Если бы она не выскочила, мразина, то все было бы вообще шикарно. Ну ладно, чё. Просто мало ли стрельба начнется, и как бы 70 кп это уже -1 выстрел. Хотя с помпового там сразу по 50 сшибает. Примерно. Если вообще сблизи, то бывает по 70. Рисковать так. Да, надо было все-таки взять нормальную машину, а не об этом такого на Sugar Six. Поначалу-то он нормальный, конечно. А вот в горки всякие подниматься на нем надо. Если еще с нуля начинаешь. Когда какая-нибудь тупая корова вылезет на дорогу. Ладно. Все, хватит помнить. Уже доехали, в принципе. До Сальватора. Тормозной путь тоже пиздецкий, долгий. Просто жесть.
На этой машине, если разгонишься, то убийц вообще делать нечего. Эти машины по сравнению с закругленными вообще, как будто из другой эпохи. Залазь, Сальваторе. Опять. Evening, Chief. Let's get moving. Great. So where are we going? So, you can open any safe in the country, right? Almost every one, Chief. And how did you learn that trick? My grandpa was in a business. It's inherited. The safes keep getting better, so a fella has to keep up with the times. Some of the safes around these days are pretty tricky. В тишине, в покое. Хочу гнать. Просто поворот нормальный сделать. Сразу с загоном. Вот эти мудаки писец, они сверху просто разгоняются. Так спокойно едет, слава богу. Некоторые пипец бешеные. Это нормально едет. Вот. Это непонятно, куда бы машина заезжала еще. Что там сигналишь-то, абсос? Сам летит она километров под 70. Так, тут все, добрались. Благо. Главное не подохнуть. Все остальное суета. Okay, we're here. На месте, на месте. Открывай, что стал. Can you open it, Salvatore? I'll try, Chief. Ты не попробуешь, ты давай открывай. Ты сейчас хребет сломаю. There you go, Chief. Отлично. Хорошо, что готово. Quiet and do exactly what I tell you. Всего 14 патронов, 2 обоймы. Жесть. Я уже забыл. Тише. Слышь, Сальваторе, ты молодец. Молодец, хороший парень.
brother. Yesterday, some Patty knocked into me in the bar. A real typical son of a bitch. And I say to him, hey, pal, what are you trying to pull? And the bastard spits in my mug. What'd you do to him? Yeah, knocked him down. I'll tell you, you won't forget that in a hurry. And what did he do? Came right back at me, man. Nearly had me, the bastard. My boys were there and they knocked Давай, me down. открывайся. Can you open it, Salvatore? I'll try, Chief. Слышь, ты хватит пробовать. Открывай давай уже. Sure. But then his friends showed up and busted up the whole joint. Son of a... There you go, Chief. Ага, готово. Я бы тоже так мог открыть, знаешь. Все, не мешайся под ногами. Так, телефончики. Вот. Не надо мне свет. Так, так. По-моему, на той стороне находится. Ну, я не уверен, я уже подзабыл. Так, по-моему, где окно? Да. Отлично. Бывает, пирает So show херню. me what you can do, Salvatore. Okay, Chief. А потом только как выходить-то, чтобы машину взять. Вроде так же можно. Но я не уверен. Вернусь. Christ. It looks like we better get out fast, Got Salvatore. it, Chief. Piece of cake. Everything's fine, boss. Так. Здесь вроде можно выбраться. Или нет? Сальваторе. Wait here. Follow me. Там эта баба ходит, она мне не нравится. Идем, идем, идем. Спускаемся. Так, где это не туди? Закрыть. Точно не сюда. Ни в какую дверь-то мы выходили. Я уже забыл сам. Там еще эта овца ходит. А, даже ниже. Да твою мать, стой! Ёб твою, это серьезно? Salvatore, open the car. Открывай машину. I'll try, Chief. Где помповое ружье? Мало ли чё. There you go, Chief. Окей. Поехали, блин. Спасибо за машину. Толстосум. Даже, наверное, не понял, что мы ее угнали.
И потом он обнаружит, что у него нет ни документов, ни машины, Drop me off at home. I live across the street at the stadium, a little ways from where you ни picked me up. дачи, ни деньги, мужика. Самая лучшая машина, самая просто лучшая. Особенно в перестрелках. Хрен в тебя попадут еще. Скорость тоже хорошая, маневренность. Здесь лучше нам не разгоняться, а то упремся нахер. Оу. Тише. Вот, в принципе, выполнили. Несложно оказалось. Главное, по-тихому пройти и все. 11 миссия, можно сказать, пройдена. Больше всего меня беспокоит миссия в порту. Вот там реально жопа-то еще. Ничего, я не могу пойти. Где там высадить? Давай, Here's вылазь. where I live. Thanks a lot. I hope it'll be a little cooler next time. Today I almost crapped in my pants. I hope so too. Get some shut-eye. Иди спи, Сальваторе. Я поехал к Сальери. Хватит с меня сегодня приключений. Так, сейчас доезжаю, получается. Начинается 12-я миссия. 12-я миссия это вроде на стоянке за пойлом. Потом у нас... потом вроде убийство Морелла младшего. Потом 3 попытки, причем там будет. Да. Последняя попытка это прям на станции. То есть не ЖД. Я только не помню, каждая за миссию считается или все же нет. Или это под миссию считается. Иди в жопу. Догони меня пешком. Да, может остановлюсь. Это как парень, который в большой прогулке. Который тупил там, не знаю кто. Его еще сбить надо было. Ну что ты знает. Так, полиция. С машиной лучше не соревноваться. Но они еще в мою сторону. Ладно, с этим учителем со мной перегонять. Запрешь. Колымаги. Пихтящий. Так, ну вот и все. Привет, Ральф. Поменять сразу.
Да, сделка века. Well done, boys. The last job went fine. There's no evidence or witnesses left against us. Thanks to your persuasive methods, they won't even squeak. Thanks, boss. We try to make you happy. Well, you certainly did. But today we're here for something else. Paulie has a pretty interesting proposal. Well, I met a guy from Kentucky, William Gates. Everyone knows that Kentucky makes the best homebrewed whiskey. Well, anyway, this guy almost threw up when he tried the whiskey which Morello sells here. When he gave me a drink of this stuff, they brew back there, forget about it. I won't drink anything else. So I asked him about it, right? He said it was no problem and that he could deliver me as much as I wanted. You know, I got jazzed thinking about the dough he'd make on it. Well, I ordered a truckload of it. I said to myself, if it catches on here, we can make a bigger deal later. It would certainly be a good replacement for the loss of our Canadian. I like it. Nice one. Me too. So we're gonna pick up some beautiful booze. I'm already looking forward to it. А здесь тоже Where сдохнуть they можно. hiding it? They'll meet us in the big parking garage. We have to be more Особенно careful than we were даже не на before. самой стоянке, You'll а get to the place by car with 2 other boys. They'll be your escort on the way back. You 3 pick up the truck and take it to our warehouse in Hoboken. The boys are already когда out уже in the yard выезжаешь со waiting in the стоянки, car. тебя там еще оприходовать пытаются. Человек 10. And bring me back Ну a ладно, bottle 10 so I can человек, finally 5, drink 6. something decent. Count on it, boss. Get in. We're going for some medicine. Here, Tom. This might come in useful. Thanks. Какие-то молодые. Ну, вот этот молодой справа зайдет. Нет доверия. Шляпы уже надели и эти плащи. Wait for us here, boys. Это ничего, там прям переоделись We'll в be back in машине. a little while. When we drive out, follow after us. Then we'll have a shot at the warehouse. Sure, boss. Чё как? They're waiting for you already, mister. Ждут, да, значит. Ну, пойдемте. Тоже ждут. Не будем же мы их заставлять ждать. А, вот. Всего 3 этажа получается. Hey there, Bill. It's good to see you again. Hey, Paulie. These are my partners who are good friends. They like the idea of working together. And they also like first-rate whiskey, which yours certainly is. That it is. The main thing is that Don Salieri likes it too. And since he's financing the whole deal, here's your first payment for the goods. Give Mr. Salieri my regards. I'm always happy to do business with people like him. You should be, Bill. You could hit it big with this. If this small delivery works out for us, we'll order a lot more next time. Кто-то гонит. Take cover! What's going on? Jesus, who are they? Fire! Kill the bastards! Всех перестреляли. Еще один. Так. Отлично.
Да, блин, что такие? Попал ведь еще в меня. Так, еще один там. Ой, не только еще один. Откуда ваш только тоже? Че, все? Или не все? Перезарядиться, конечно. Так, понятно. Куда пополз собак? Так. Что-то несется. Надо сразу все собрать. Подрез мне не нужен, в принципе. Да, я знаю, что вы любите в углах сидеть в улитке. Так что давайте без этой херни. Это что за скольжение? Сейчас вроде еще машины поедут, или нет? Ты что, не умер, что ли? Не думаешь? Опа. Вот этого я не помню. На полочку прилег такой. Так. Давайте уберите власть. Ясно. Что-то вода. Никакого толку от вас, пацаны. Только умираете. Все, приехали. Вроде бы нет никого. Это можно спокойненько двинуть, но да, они там сидят. Машины ни хера не взрываются. Что такое-то? Да, быстрее все патроны потрачу.
Неужели не загорелись? Это не суть важно. Лучше нам обойти. Или нет? Нет, лучше я пойду все-таки. Не хочу рисковать напрасно. Ну, не помню, на лестнице кто-то есть. Твою мать, граната же. Вот вы дауны-то, а? 2 дауна. Сейчас вы еще сдохнете, да? А, боже, ладно. Как можно было не увидеть гранату впереди? Приседает еще. А что? Их что, бронежилеты там? Ясно. Там еще один сидит. Да блин, хер ты! Поли, что за ты дебил, а? Объясни. What the hell was that, Polly? Who were those hoods? How should I know? Поли просто конченый, он вечно херней страдает. Let's get the truck and get the hell out of here. Tom, you drive. I'll follow behind in one of the other cars. Давай, давай. Tom, get with it. We can't go without the truck. Ай, ладно. Сначала грузовик, я понял. Я все понял. Теперь эти куски говна надо еще, да, разгребать. Полик, блин, ну свали отсюда, ну что ты творишь? Дятел. Нахер ты мне тут нужен? Ну, давай. Это нормально жмет до грузовика. Не то что с горки. Вот сейчас мы лучше выйдем. По-любому. Да, это до хрена. Поехали, поехали. Дело сделал. Поехал с ним. Чё, куда Сэм-то поехал? Ладно, поедем с Сэмом.
Ну, теперь нету преследования никакого. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. А, нет. Run your mouth and I run my business, Что brother. за сука, а? Just Села clap там your liver в lips and I машину. run my business, brother. Сэм, прикрывай. Clap Чё your ты liver lips, топил-то? I run my business, brother. If I'd followed your advice on how to make dough, I'd been in the jailhouse long Слышь, ago. придурок, сзади Run едут. your mouth and I run my business, brother. Да, сейчас только этого мудака ведь убьют. Сейчас будут его бортовать там очко. Все ХП ему снимет. Нет. Будем надеяться, что нет. Твою мать! Он прямо это жестко настроился-то. Сэма добить. Нахер иди. Давай, вали его. Косой поле. Элемент завалил. Ну ладно, молодец, тогда поле. But dig this steel I'm gonna lay on your gate. Don't cop your broom, park the body and wait. You run your mouth and I run my business. Пошел-то пошел. Мусор. You run А your нет, mouth нет, and I не run пошел. my business, brother. Все Tell норм. everybody I'm busted. Господины You talk so полицейные. much you got me disgusted. But Я не you run your нарушал. mouth and I run my Почти. business, brother. Просто убил пару Run десятков your mouth and I ребят. run my business, brother. You run your mouth and I run my business, brother. Не более того. You start in telling me you're my pal and end up telling me how to handle my gal. You run your mouth and I run my business, brother. You run your juicy mouth and I run my business, brother. Just run your juicy mouth and I run my business, brother. You always telling me what to do, saying I wouldn't do that if I was you. You run your mouth and I run my business, we did it. brother. Вот и всё. Just clap your liver lips and I... Ну да, я все сделал за вас, ребятки. So it looks like Morello got in the way of things again, boss. Can't seem to shake off this bad luck. Boys, you won't believe this, but it's completely the other way around. The only one who really had bad luck this time was Morello. What? I found out who our Mr. Gates really was. And? Gates was never really from Kentucky. He was a small-time thief who stole the goods from Morello and wanted to sell them to us. Morello doesn't think that he almost stopped our deal, but that we pinched a truckload of his most expensive whiskey. I bet that bastard's happy now. Unbelievable. Well, that worked out just fine. Let's drink to that. To another success, boys. Salute. Салют. А, нет, сейчас вроде с этим надо будет. С Доном Сальери. The end of Prohibition in Поехать. 33. You probably weren't too happy, huh? The end of the good old days. Yeah, not too happy, but it wasn't all bad. Eventually, I did get married to Sarah and had a daughter. It was a good time. But life went on in business. We made a huge amount of dough during Prohibition, which we invested into new deals. A lot of them were legitimate. We had regular firms like construction, transport, restaurants. We ran labor unions. And of course, there was gambling, betting, the lotteries. We actually did really well. We just tried to stay out of drugs, even if it wasn't always easy. Come on, business is business, right? You're way off there. The Cosa Nostra ain't no Patties or Chinamen.
With drugs comes big money and even bigger problems. When someone has a problem with the cops because of drugs, he does the sensible thing. He admits it. If his family catches him, they rub him out. Drugs are taboo. So what, there's some kind of grand poobah passing judgment? Something like that. The leading families choose a boss of bosses. They sort out the big problems and set the rules of the game. So, criminals who break the law have their own courts that judge them? That's just great. Laws aren't changeless holy words. Every country in the world has their own. It's just somebody with a lot of power applying their own will. It depends on the person whether they'll serve someone else blindly or apply their own will. Why should the Don be restrained? The Mafia prevailed through Prohibition with its own laws. A handful of poor, uneducated immigrants from Sicily were stronger than all the laws, courts, and police here in the States. That took some doing. What? With murder? With the suffering they caused? Come on. You think that the Mafia just murders innocent people? The Mafia punishes those who break laws. And the majority of your laws, too. Unfortunately, we can't put anyone in jail or fine them. Everybody who comes and works for us knows what to expect if he breaks the rules. People lie and steal, and there are lots of criminals here who get unbelievable pleasure when they steal from the mob, as well as the mafiosos who get pleasure from cheating the state. And what about all the payoffs, robberies, and raids, huh? Hey, the cops ain't no saints neither. No Don encourages his men to go around harming people. And what other people do on their own isn't our concern. And as for payoffs, most people come to the Don for help and advice on their own. And they'll pay gladly for it. The Don is an esteemed person, but not every Don is like Salieri. That's the truth. There you go. Your system works, but you know why? Because you're a bunch of selfish murderers. And you only care about your own gain. All your efforts are spent ensuring that you live like pigs in shit. That's why you're so successful. You're only looking out for yourselves. We look out after everybody. A few cops have to ensure law and order for all, and that's a much harder job. That's true. But you can easily leave the Don outside your protection. He'll watch his own back. And what about you? What are you sitting here for? Да, вот эта миссия самая. Бон аппетит. Бон аппетит. Не знаю, почему аппетит написать не дала. Ah, Tommy. I'm glad you're here. I was afraid I'd miss you. Hey, boss. What's going on? There's something I've been looking forward to all week. I'm going to Pepe's restaurant for lunch, but my personal bodyguard has called in sick. There's nobody here who could take me, and I prefer not to go to these things alone. You'll take me, won't you? Certainly, boss. Bravo. Let's get going then. I'm already pretty hungry. Have you got a piece on you, Tommy? Yeah, I got one. You think I'll need it? Well, probably not. But it's better to be sure. You know how it is. Да, всяко We'll бывает. take my card. Ну, типа под спортивную такая. Что покушать? Едем. Tommy, I'm really looking forward to this. Pepe is a native Sicilian, and above all, a fantastic chef. Whenever I feel like a specialty from back home, I go to him. Wait till you try his cheeses. Forget about it. Luigi's a great cook, but Pepe is a real master, a maestro. Ну, раз он держит свой ресторан, то наверняка.
Да, тут тоже нормально такой замес будет. Так что надо быть аккуратнее. Что такая машина? Почему везде по 60 надо ездить? Это же тут трасса, мост. It looks like we got trouble over there. В чем проблема? Видишь, кого везут вообще? Нет? В глазки долбимся, а? Офицер. Okay, officer. Now here's the dough. Это в клане Сопрано. Какой-то негр его остановил, потом лишился работы. Тут так же будет. Давай, давай, катись отсюда. Колобком. Что-то долго трогается, странно. Так, сейчас сделаем. Какая разница? От этого суть не поменяется. Кто эти заставки наизусть знает? Может, в туалет сходить или покурить. Кому что нравится. И тут стараюсь ничего не пропускать. Мало ли кто-то. Вряд ли, конечно, не играл. At last, I could eat a horse. Hey, Danzarieri, well Может, они done. лошадь You don't подает, я even не know how знаю. much I'm looking forward to your specialties. Fantastic meal, Pepe. I haven't eaten that well in a long time. Molto grazie, Don. Praise from a gourmet like you always makes me feel with Oh, joy. please, I'm no gourmet. If you knew what I ate for dinner yesterday, you definitely wouldn't say that. Can I get you anything else, Don? I have an excellent Chianti. Really? Let's get it out here then, Pepe. At once, sir. Ну, это How'd вязкая you like кухня it, такая. Tommy? It was fantastic, boss. I'll have to bring Sarah here sometime. Ah, yes, you certainly should, Tommy. Just be careful that Sarah doesn't take offense. She cooks worse than Pepe. Ясно. What the hell is going on? This is ruining my lunch. Marilla must have nothing better to do. They could have at least let me taste the wine, Gavons. Get this over with. Throw him his present, Joe. Yes, yes. Maybe we'll smoke him out. Я. Ну, гранатки — это их любимое оружие. Я их больше всего ненавижу. Взяли, весь ресторан расхерачили. Почему? Working for you is real interesting, boss. What'd you say? My ears are ringing from that blast. Yes, boss. It looks like we won't get out this way. Try and run around the back of them, while I keep them entertained. Yes, boss. Be careful. Какого хера меня так залупили сразу? Готовы.
Да боже, хватит кувыркаться. Блин, я не помню, вот откуда они попрутся. Вроде много откуда. Боже. Я вижу его ноги. Но лучше взять Томпсон. Развести меня хотел. Хер тебе. Хер я тебя лысал. Где твой Томпсон? Тебя-то я и забыл, парнишка. Заваливайся. Чё, где ты? Конечно, по мне-то он заряжает от души. Now you die, you hear me? Да, много хп. И еще один идет. Какого хера? Да, чуть не убили меня. Было опасно. I have to say, you got balls, Tommy. You saved my ass. You weren't so bad yourself, boss. Christ, that was crazy. Thank God Pepe hid. Poor guy. I'll have to send him some dough for repairs. We should. Boss, I'd like to know how they knew where we were. You think they followed us? I don't think so, Tommy. I have a feeling I know who set me up. Who? Carlo, my bodyguard. That goddamn son of a bitch, he's the only one who knew where I was going. And he also excused himself from work today. He knew very well what was gonna happen. That sounds pretty likely. Yeah, I think so. I'll tear him apart like a rag doll. Carlo lives in a rented house in Little Italy, a little way from our bar. There's a pizzeria downstairs. We're going. Подожди с твоим, поехали. Может там еще птички есть, я уж не помню, если честно. Все закрыли. Ладно. Ну и корабль, блин. 30 минут, да. Так, как лучше проехать. Ладно, поедем через другие мосты. Но лучше без копов.
Потом еще отлупить придется ублюдка, поэтому так-то маловато выходит. Ничего, этого хватит, я думаю, чтобы сдохнуть. Опа. Ouch! You trying to kill me? Блин, мне бы себя не убить. Вот что важнее. Дом, блин, охуевший. Если хотел тебя убить, то вряд ли бы я стал перестреливаться с теми ублюдками. Серьезно? О боже, ты Сальери совсем еблан. Как и Поли, блин, вы не родня случайно? Дон конченый. Где мозги-то оставил? Там что ли в баре? В ресторане? Лучше на ограничители от греха подальше. Хотя превысить скорость это разве грех? Это если я превышу и выйду с пушкой. Ладно, спрячем для начала. Достану уже, когда будем убивать этого ублюдка. С ограничителями просто быстро, да. Сраные копы, а. Что-то я их сразу не увидел. Ну ничего, мы угнать, по сути, точно машина, это достаточно быстро. Ну что же вы, ублюдки? Как не отстанете? Ребята, отвалить. Серьезно. А главное сейчас дом зайти. Пошли. Ну так давай. Топи, чё ты? Твою мать. В ту дверь зашел, ну ладно. Бывает, чё. Carlo, you bastard! We're coming for you! Let's do it, Tom. Break down the door, bust in there and kill the bastard. He's run down the fire escape, Tommy. Get him! Я пытаюсь. Shut up, lady, or you're next. Kill that bastard, Tom!
Don't be an idiot. Shoot the bastard. Все ублюдки просто сдохли. Don't waste your time with him. He's shit. You know what, boss? What? That's the first time I knocked someone off in their underpants. It's nothing. First time for me, too. There's a first time for everything. Ты его не убивал даже, о чем ты говоришь? Well, who do we have here? How are you, Sergio? Staying out of trouble? I see you got a new punching bag. Well, the gentleman here thinks that the financing of our labor union ain't fair, and he wants to strike. I've always said a strike is a bad thing. Real bad. Unless, of course, it's organized by my dear brother for a higher goal. You won't get away with this. The boys will show you. I think you're overestimating their bravery. You cockroach. I didn't come for this discussion, unfortunately. We'd like to introduce you to some of our principles about labor unions in this free country of ours. Carry on, boys. What's the reason for your coming, brother? Salieri is alive. What? How could he survive? I'm afraid in the current situation we can't ask him. Burn in hell. And there is nobody else who could tell us what happened. Our guys are dead, and the customers at the restaurant are dead. And that sneak Carlo is as well. Could you please shut up? We're trying to talk here! Go to That's hell. no way to talk to Mr. Morello. Bum! God, he should have been there alone. How could that old man kill so many of our guys? He's as old as me, so I wouldn't say that. But he probably wasn't there alone. I think he'll be planning how to get rid of us right now. What should we do? I will try to figure out something. Anyway, be careful. Now his best guys will be after us. So, we're really at war? We have So been now for a I long have time already. У них, But то есть now, у more вас, than у ever них. before. Take good care of yourself, brother. Boss, it looks like he's had enough. What do you want us to do with him? I don't know. Finish him off and dump him in the ocean. Tommy, that assassination attempt means that Morello has openly declared war on us. We have to deal with him. Morello didn't have accomplices with the politicians and other important city organizations. Our forces would be nearly equal. If we liquidate those people, our opponent will be a lot weaker. That's exactly what we gotta do. Eliminate his strong contacts. Right. And as we all know, an all-out war must be avoided. Get the generals. Then the soldiers will give up without a fight. So this is what we'll do. We'll finish them off one by one. What do you mean exactly? The first in line is the city councilor who's caused us so much trouble. Morello got him into politics, and that makes him a big supporter. We'll take care of him after the boy, and I mean today. The councilor is celebrating his birthday and has decided to throw a huge shindig. He's having it on a steamboat with fireworks and the whole nine, and he'll be making a speech to the paparazzi. There'll be a lot of people there who won't do dick against us when they see what happens to him. It sounds pretty risky. But well worth the risk. Vincenzo knows the plan. Okay. As I said, it's on a steamboat. It won't be easy to get in without an invite, but I know you can do it, Tom. Above all, try not to raise suspicions before we reach our goal. Of course, you won't get a weapon past the security, but I've dealt with that already. As soon as you get on deck, go to one of the men's rooms. There'll be a small revolver hidden there. Afterwards, just wait outside a while. The counselor will probably be hiding in his cabin, but he'll be out for the start of the celebration and his speech. That's your big shot. During the speech, you're gonna pop him, Tom. It's got to be in public, and this speech is the best opportunity. There'll be a big crowd there, so you can blend in with it once this thing is all done. And then what? I'd like to get back to shore in one piece. Afterwards, it'll be nuts. There'll be some security guards on the boat, and you should be able to get past them in the chaos. If not, get to the bow, and Paulie will pull up in a boat and bring you back safely. So не меня валить будут. It won't be a Ну, big такая man, миссия, but you should pull it при off. том, что у тебя всего 6 патронов в говёном полицейском кольте. The boat is anchored on the waterfront on Central Island. You better get going or you'll miss it. Keep an eye on the time. Buona fortuna, Tom.
Ладно, эту миссию, наверное, в следующий раз пройдем. Хватит напряжения и стрел. Новую машину создать, что ли. Так, ну ладно, в чем? Фига бухаешь-то. Сейчас, наверное, Ведьмака поиграть. Хочу Ведьмака поиграть. Третьего. А продолжу уже, наверное, нет, завтра вечером меня не будет. Так. Продолжу, наверное, ну, выходные, скорее всего. Сейчас 14-я миссия по счету идет. Без смертей. Поэтому, кому интересно, можете приходить. Так что вот. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. Кто дальше не будет смотреть. Ну, я Ведьмака буду играть. Что спасибо и до свидания. До следующих встреч. Все. Так, заглушку пока что. Так, еще АФК. Одну минутку буквально. Так, все. Сейчас продолжаем. Так, где у нас? Ну, я уже прошел, не знаю сколько, много, но после крепости, то есть после короля. Так, все. Хотя нет, сейчас я остановлю трансляцию и сразу перезапущу.